везде здесь велись работы по добыче золота. Все промыто. Не проскочил, там и хорошо. Тут очень хорошо. Да, вот тут мы сейчас приставим. Спасибо огромное замечательным геологам, отличным, настоящим мужикам. Почему мне хочется снова и снова встречаться с тайгой? Все просто. Я хочу, чтобы таежные реки уносили меня от всех обыденностей, от всей суеты городской жизни, всей наносной необходимости нескончаемого круговорота дел. Чтобы вкус хлеба был пределом мечтаний, а физический труд будоражил тело. Да, стоит чуть-чуть приподняться на склоны, уже видны далекие горы. Уж не такие далекие. Все, я в царстве горных баранов. На каменистом, цепном таком склоне. Мне кажется, бараны, они эстеты. Они просто по таким красивым местам прокладывают свои тропинки. Лиственничное великолесие с покровом из белого мха ягеля, лишайника ягеля. И как подарок выходит солнышко. Колыма, ее истоки, ее притоки здесь, в Магаданском крае. И как водится, я начинаю от истоков. Но и путь мой также должен закончиться на Колыме. Красотища! Сказка, и далеко ходить не надо. Фантастика, просто фантастика. В 2 шагах от Колымской трассы. И я нанизываю на красную нитку пути изюминки природных чудес. Мысленно разрубаю узелки предстоящих препятствий. Сшиваю полотна карты и кладу маршрут в рюкзак. Ставлю заплатки на брезентовой штормовке. Она греет мне душу и не прогорает у костра. Клею легкие эво-сапоги. Как же без них? Загружаю в голову десяток песен. И теперь можно трогаться в путь. Итак, я начинаю свой маршрут от озера Малык на север через отроги хребта Черского по озерам Малык, Мамонтай, реке Амулевки, озеру Дарпир и реке Рассохи через Момский хребет. Я хочу достигнуть реки Колымы. Маршрут будет около 600 километров примерно. Там плюс-минус, потому что будут радиальные выходы на пути. Вот, сегодня 28 уже июля. Вечер уже, но без ветрия. А горы вот немножко скрылись в дымке такой. Но ничего, зато полный штиль. Не жарко. Начало маршрута всегда волнительно. Какая-то тоска, некоторая неуверенность сжимают душу. Но это все проходимо. Двигаюсь к цели, а там разберемся. Мой курс на полуночное солнце.
Примерно в 20 километрах к северу от озера Малык расположено озеро Мамонтай. Вот туда я и буду делать пеший переход после того, как проплыву по озеру. Такой вид открывается за мысом. Вся гладь, вся даль озера Малык. Вот там в далеком северном конце, там оттуда начинается волок к озеру Мамонтаю. О, фантастика. Из озер Колымского края как-то на слуху больше озера Джека Лондона. Но вот это озеро Малык, оно ничуть не хуже. И еще даже на 5 километров длиннее. То есть оно самое большое озеро Магаданской области. Какой вечер, какие виды. Я не выдержала, решила остановиться все-таки, пока не село солнце, чтобы войти в режим с видом вот на все эти горы. Ой, это же просто перина. О, красотища, невозможно. И дальше буду наблюдать переходы вечернего освещения заката. Ветерок поднимается под вечер. Утро встречает меня солнышком и попутным легким ветерочком. Ночью было холодно, наверное, +3 может быть. А сейчас уже 18. Похоже, прямо по курсу обитаемый остров. Вполне жилое помещение. Вот такую форму ветров наклеивается. Ветер усиливается, волна чуть больше становится, но я уже практически дошла. Позади остается вот моя обзорная вершиночка. Там вот те горы дальние, это уже берега озера Мамонтай. Недалеко здесь. Речка делает петли, пока совсем не сильное течение. Вполне легко выгребаю против него. Рыба всегда служит подспорьем в питании у меня на пути. И даже когда у меня есть продукты, я все равно ловлю рыбу. Надо узнать ее местные повадки, как она будет брать, тут будет ли ловиться. Пока не берет.
как берег у реки обваливается, обтаивает вечная мерзлота. И вот такие откосы, свежие обрывчики образуются. А вот это еще видно промерзшая порода, а это все уже дерн такой мягкий, в котором растет растительность. Из этого распадка вытекает встречный. Пожалуй, пойду сейчас уже пешком дальше. Ну все, я дошла до леса. Здесь уже не будет болота, болотистых таких участков. Пеммикан, сухое мясо с жиром. Отлично идет каши, когда нет рыбы. Не, это не 32. Это всего где-то 23, наверное. Потому что у меня еще груз остается здесь. На вторую ходку. О, нормально вообще. Вот, оставила тут на коряге рюкзачок килограмм на 8 с продуктами и запасными аккумуляторами. И вон туда сейчас иду. Комары активизировались. Ветер в спину поэтому плохо. Сейчас я иду в ботинках, сухо. Посмотрим, докуда дойду. Фу, выбралась я из кущерей, как говорят про кустарники и всякие заросли местные. Вышла вот на такую парковую лиственничную тайгу. О, Мишка ходит. Вот. У подножия вот этого отрога горки лежит озерко. Вот это да! Все бы хорошо, если бы еще не комары. Но так не бывает.
Я б так жил. Поляночка для меня просто накрыта. Обалдеть. Обалдеть. Не, ловить не буду. Рыбка мелкая, а мне надо еще сходить сейчас за рюкзаком одну ходку. Вечернее солнышко осветило дальние вершинки. Солнечное утро. Трещит кедровка. Мяучит кукша. Ох, какие ягодные лужайки-то у меня на пути. Любишь морожку, люби и комаров кормить. Озеро Малык вдали хорошо видно. Моя обзорная вершинка пирамидальная. Двумя такими зубчиками на дальнем плане. Набрала 200 метров высоты. Отличная дорожка. Последняя тут сейчас. Кусты сланника. Шикарная дорога. И вдали открываются новые вершины. Вот и Олешек от меня побежал. Вот он.
А это барашек. Это горный барашек. Реально. Вот и показалась цель моего сегодняшнего перехода. Маленькое озерцо. Оно где-то в 4 километрах от уже озера Мамонтай. И километрах в 6 от того озера, от которого я шла сегодня. Вот долина, откуда я пришла, там еще солнечно. Вот такой, не то что перевальчик, но тур такой на холмике, видно, сложили геологи. Но на западе, на хребте Ахандя, там что-то совсем сумрачно. Ходят облака, тучки. А впереди отроги горочек разъясниваются. Вовремя спаслась в домике до дождя. Вот, с видом на озеро стою. Под той горкой, вон там внизу, Мамонтай. До него не 4, больше километров. Километров 6, наверное. Там затянуло. С трудом нашла тут ровную площадочку. Все в буграх, но тут у меня хорошо. Дождик прошел, я как раз пообедала, перекусила. И теперь в путь на вторую ходку. О, радуга. Верховье туда, ручья Ягодного. Вот мое озеро. Ох, а там что делается? О. Гора еле видна. Как попадаешь на тундровые участки, так сразу здесь попадаются кулики-ржанки. Это бурокрылая ржанка. А в Сибири, а в западной части Евразии там золотистая ржанка. Они всегда на тундровых участках так пронзительно свистят. Ну вот она уже начала линять, у нее не темная грудка, а такая дымчатый окрас уже пошел. Горы хребта Черского, массива Ахандя накрыло облачностью. Когда ты вернешься, все будет иначе, нам узнать друг друга. Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. Когда ты вернешься, вернешься в наш город обетованный. Когда ты вернешься, такой неизменный и такой желанный. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну вот я и на месте, успела засветло, еще и закат красивый. Время 9 вечера. О,
Аромат кофе разбудит любого и разгонит любую непогоду. Все. После дождя заметно похолодало, но я не хочу здесь ночевать. Сейчас вот поднялась облачность. Ой. Ладно, до темноты, надеюсь, успею. Первую ходку я уже сделала. Из километров 6-7, наверное. Вечернее солнышко осветило склоны. Мне надо сейчас перевалить вот этот ближайший низенький такой холмик. А вот вдали освещены с ложбинами. Это уже противоположный берег озера Мамонтай. Моя заброска, рюкзак, лежит вон там в дальнем конце на белом камушке. Но ничего, ночь еще полежит, вон белый камушек светится. Температура сейчас, наверное, мне кажется, ну +3. Стоянка у меня с видом на море облаков. Ого! Ну вот куда я попала в зиму. В 3 километрах от озера Мамонтай. Эх, к дровам, к теплу. А снег, я вам скажу, даже лучше, чем дождь. Потому что под таким снегом не намокнешь, пока идешь. О, как припорошило. О, птичка ко мне пожаловала. Лежит, ждет меня рюкзачок. Ну, все цело. Никто его тут, конечно, не трогал. Ну вот, теперь рюкзачок с приличной загрузкой. Будет 30-ник. Ну, какая тут каменная река. Просто как будто клубы какие-то. Здесь такие драч растет. О, вышло. Надо сейчас будет найти мне местечко. Не прямо на берегу, там видно заболочено. Снег чуть затих. Видимости очень мало. Благодатное дерево, лиственница. Сухая, сухие ветки под кроной сохранились. Смолистая, ароматная. Счастье. Первая добыча. Так. Хариус. Хариус. А нормальный. Вполне. Ой. Во. Вот такой хариус. Оленей след, медвежий след, мишечка, ну, небольшой. Оленей
след, медвежий след вдоль берега петляет. Дожидаясь хорошей погоды, гуляю вдоль озера. Смотрю виды, ловлю рыбу. Вдали уже показалось. Возможно, это уже Амулевское Среднегорье. Где-то +3, наверное, +5. И облака накрывают горы еще. Где-то высота 1300. Под слоем водородного дерна вот линзы льда, лед, линза льда. До ледниковой эпохи вот на этом месте было озерцо или болото. Вот оно замерзло и так и осталось льдом. Потому что вот слой растительности сверху, он не давал растаять этому льду. А лед еще снова нарастал. И получился многолетний мерзлый лед. Но сейчас он подтаивает. Ручей, отепляющее воздействие оказывает на породу. По мере оттаивания куски дерна сползают сверху вниз. И вообще в земле образуется вот такая протаянная яма. Такое явление называется термокарст. Мыс недалеко от впадения речки Зеленый. Стадо оленей прошло. Ну вот, наконец-то пришло солнышко и на мою стояночку. Мою поляночку. Все, остался у меня килограмм сахара и сухое молоко, граммов уже, наверное, 350. Мой старый добрый самодельный гермомешок из чернухи склеенный, бог знает когда, давно уже, служит мне и насосом, и гермомешком, куда я складываю продукты, чтобы они не намокли, и банкой, сиденьем для лодки. Все, осталось собрать палатку, ветер подстих. Все, отправляюсь в плавание, наконец-то. Все горки засыпало снегом прошедшей непогоды. Мне предстоит пройти по озеру Мамонтай около 12 километров. Дальше будет сплав, перетаск по такой мелководной реке Мамонтай, где-то 25-30 километров. Не знаю, как там она петляет. «3 августа. Погода налаживается. На солнечном песочке. Вот это да! Притаился, как будто голову поджал. Ха. Не убегает, спокойно идет. Ну вот, спугнула зверя. Ладно, сейчас обратно придешь.
Красавец. Ветерок, ветерок. Весь бок намочила. Ой. Вот. Захлёстывала. Спряталась тут за кустом кедрового сланника и лиственницей. Заснеженный хребет Ахандя остается сзади, а впереди более радостная картинка. Снега, по крайней мере, на ближайших горках нету. Да, в горах там сейчас не весело. Гагары. Под вечер стих ветер. Ой, какие там. Какая тут локальная тучка подошла. Дождик поливает. Прям база. Толики. Окна, правда. О, тут похозяйничали. Медведь, наверное. О. А в этом домике порядок. Печка, дрова. Ух. Ну, окно можно легко починить. Да, место здесь красивое. Еще и виды мне показывают. Виды, конечно, открываются, как на высокий берег поднимешься в озеро Мамонтай. Просто шикарный. Вот из-за этого гребешочка я пришла, там у меня стояла палатка. Вот туда лежит мой путь. Ох, нифига себе. Впечатляют. Все-таки накрыл тут все вокруг дождик, и я решил остаться. Какой подарок мне вечерние горы преподнесли. Потрясающее освещение. Красный закат. Не зря я осталась на базе.
хватит. Мне хватит, наверное. Стоило поставить крупную блесну. Такую красную. Как взял вот такой крупный. Денек хоть и солнечный с утра, но ветреный, холодный. Решаю остаться сегодня на базе и сходить в радиальный выход. Заморозки уже коснулись почвенного покрова. И вот маленькая лиственница уже желтеет, предвестник осени. Удивительный здесь покров лишайниковый. Прям нетронутый. Все кустистые лишайники, но на самом деле ягель, вот именно ягель, это Стрария исландика, вот такой коричневый. Настоящий оленей мох, как его еще называют, хотя это лишайник. А вот эти кустистые лишайники, которые тоже называют ягелем, это, например, кладония альпийская. Разные виды кладоний. Вот. Интересное какое образование посреди плоской долины торчит такая горка. Поднимаюсь на гребень отрога, и у меня открываются далекие виды. Это тут высшая точка Магаданской области. Вот последняя лиственница тут. Вот такая вот. Сейчас я на высоте где-то 1350, 1400. А высшая точка, похоже, все-таки вот эта. Она на километр выше, чем я вот сейчас нахожусь. 2337 метров. Высшая точка Магаданской области. А рядом на гребне вон какие зубья торчат. О. Цель моей сегодняшней прогулки — озеро Былгыт. Говорят, здесь водятся крупные арктические гольцы. Но у меня свой рыбный магазин на базе на Мамантае. Из озера вытекает река Зима и впадает в речку Мамантай. А выше озера продолжается ущелье и ведет еще к далеким вершинам. Ветер стих под вечер. Мошка вылезла, потеплело. До свидания, озеро Мамантай. Да, прям порог.
такие мелководные шеверы здесь. Опа. Вот он. О, второй. Вот такие. Нормально. На обед пойдет. Вот это да! Вот это да! Ну вот, нормально. Все. Пожалуй, я пойду пешком. Мелко. Интересный какой-то знак круглый. Не жалею, что иду пешком, хоть и есть там плесы, но между ними каменистые горки, где таскаться надо. Не. Да, здесь до впадения в Амулевку осталось не так уж много. Я думаю, не больше 10 километров, то и меньше. А там уж воды будет больше, и я поплыву. Больше всего меня, конечно, пугает порог на Амулевке. Как бы в него не влететь, но, надеюсь, успею зачалиться раньше. И как раз перед порогом там уход уже к Перевальным озерам, в сторону от реки, Перевальным озерам. И дальше я пойду пешком уже до озера Дарпир. А вот это да! Что думала мне идти? Вот я уже пришла на стрелку, на место слияния Мамонтая и Амулевки. Вот слева это Мамонтай, а справа Амулевка. Так там тоже воды нету в ней. Ничего себе! Да уж, в тот момент я не думала и не гадала, что на самом деле слева впал приток, река Уи, а вниз продолжается река Мамонтай. Я-то думала, это Амулевка перепутала. На карте здесь обозначен брод, поэтому я, не думая особо, без разведки, сломя голову, пошла на другой берег реки. Ведь путь к Перевальным озерам как раз на той стороне. Когда вода начала заливать в сапоги и дошла чуть не до пояса, мне ничего не оставалось делать, как идти дальше. Только бы не упасть. Перебродила. Ну вот она, Амулевка, я ее практически перешла в брод. Водяника, она очень вкусно пахнет, когда горит. Чуть-чуть, если ее поджечь. Водяника, только ягод нету. Или шикши еще по-другому ее называют. Временами такая хорошая дорожка, а временами ого-го, кусты. Иду уже почти весь день, а
порога на Амулевке, вообще сужения, начала каньона все нету. Странно как-то. Зашла на песчаный холмик оглядеться. Сюда лежит мой путь. Ох, и замучилась я лазить по крутым склонам, по горельникам. Видите, вот такое вот. Сейчас вот спускаюсь к воде. Уже пора лагерь ставить. Не прокусите, не дождитесь. Стоянка моя на этот раз вот в таком горелом лесу. Старый горельник. Весь лишайниковый покров здесь был сожжен пожаром. Деревья только обуглились. Вчера хмарь пришла такая, я думаю, дымовая, с юга натянула. Ночью шел дождичек, но вот сейчас вот облачка поднялись. Лишь кукша мое одиночество скрашивает тут. Мох сплахнул. Отдельными редко так встречается куртинками. Он растет, как правило, на помете. Какие у него споранги. А вот и сами следы хозяина. Он тут ходит. И где вот он ходит, значит, я радуюсь, потому что более хорошие места вышли, проходимые. И у меня там перед стоянкой тоже был след, прям от меня шел. О, уже кедровую шишку кушает. Издали мне, конечно, каждой коряги черный мерещится медведь. Ну, я аккуратно всматриваюсь. Вон там уже видны скалы. И там уже будет порог. Все, река входит в крутые берега, в каньон. Ведь как все зависит от дороги. Вчера, когда шла по горельнику, там было такое болото, кочки еле вообще шла. А тут такое покров такой на вырубке жесткий. И здесь идти нормально. Это болото остановило. Пал. И вон дальше уже зеленые. Живые лиственницы. О. Думала, медведь, а это лось. Лось, я тебя не трону. Лось, я человек, просто иду здесь. Я знаю, что ты осенью бываешь агрессивен, но не нужно. Вышла я на левый приток Амулевки, он такой большой оказался. Прям воды в нем. Как Амулевка по расходу, еще не перейдешь. Что за черт? Леший меня, что ли, водит? Я рассматривал этот безымянный приточек на космоснимке. Да, берега сильно обрывистые, но расход воды. Если его сейчас здесь не перейти, сколько еще придется подниматься вдоль него вверх до безопасного брода? Или что, лодку надувать, что ли, не переплавать? Все, теперь отсюда 2 километра до ближайшего озерка. Вот откос, на который я пришла, спустилась, пришла вброд приток. И вот он впадает в Амулевку. Вон она, Амулевка. Совсем маленькая, кажется, по расходу. Ну, так и есть, небольшая. Случайно обнаружил гнездо. О, тенчики там сидят. Притаился. Вот это да. Только сейчас до меня дошло, что это я только сейчас перешла вброд Амулевку. Вот она, Амулевка, чуть ниже слияния с Мамонтаем.
А я перепутала Уи-Озерную с Мамонтаем, где 2 раза подряд брод переходила. Это была Уи-Озерная, а не Амулевка. Ну вот я шла с юга по Мамонтаю. Первый приток приняла за второй, за реку Уи-Озерную. А второй приток, соответственно, приняла уже за Амулевку, хотя она гораздо севернее. Вот так. Нет, ну мне, конечно, в любом случае надо было идти вниз по течению. Просто я думала, я уже близко. У баранок была тяжелая жизнь. И у меня непредвиденная десяточка снова впереди. Данный режим не совсем обрыв. О, вот такая здесь Амулевка. Вполне можно идти по ней. Ну как же, как я не смогла определиться. Вот же, характерные сопочки на подходе к перевальным озерам на Дарпир. И вот он, изгиб реки Амулевки характерный. А на самом деле я рада, что не плыла по Амулевке. Ведь теперь я точно не влечу в страшный порог. Сейчас отдохну от мошки. Просушусь. Ох, хорошо. Дождик еще пошел. Конец. А сейчас нормально все уже. Расчистилось небо. Но место шикарнейшее. Тут я как увидела эту поляночку среди болот. Такую более-менее жесткую. А стою я под пирамидальной сопочкой. Вот, хорошим таким ориентиром. С утра морось, но вот солнышко проглянуло сквозь низкие облака, и они поднимаются. А вот и тот страшный порог, что пугал меня. А над рекой аркой стала радуга. Вон она. Ой, какие-то съедобные на засолку. После лазания по крутым склонам верховое болото воспринимается уже как благость. А в это ущелье на восток уходит река Амулевка. Но встань, встань в проеме двери, как бронзовое распятие, как медное изваяние. Ну встань, встань в проеме двери. Та-да-та-та, та-да-та-та, та-да-та-та.
Та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та. Вот оно, первое, одно из перевальных озер. Тут даже, ой, клюковка, но мелкая. Да, одно озеро краше другого. Какие тут вокруг красивые пейзажи. Где-то здесь сейчас я прохожу невидимую границу Магаданской области и Якутии. Берега. Ну, что такую корягу увидишь? Почудится медведь. Я продолжаю свой путь на озеро Малый Дарпир. Осталось мне километров 5. И вот вдали показалась цель моего перехода. Озеро Дарпир. Ну вот я и добралась до вожделенного озера Дарпир. А добиралась я, стартовала от озера Малык. Добиралась сюда 12 дней, правда, пару дней из-за непогоды не шла. 100 километров пешком точно намотала. Раньше здесь пасли оленей. Я, в принципе, встречала здесь старые остатки остовов, чумов.
Дарпир – это по-ивенски изгородь, загородка. Раньше эту долину перегораживали такой изгородью из лиственниц, чтобы олени не уходили куда не нужно. Здесь на берегу озера сохранились домики старой метеостанции. Вот я сейчас к ним хочу подойти, посмотреть, что там. Унылая картина немножко. Все тут голо. Так, посмотрим, что тут есть. Ничего. Целая библиотека. А я всего одну книжку с того уголка взяла. Какие опасности подстерегает человек в тайге? Я вот так устала. Есть очень хочу. И решила прямо здесь костерок сделать. Ну, недалеко от метеостанции, на берегу, где я причалила. На что я села? Села я немножко вот на такую штуку. Ну, хорошо, что я сразу это почувствовала. И хорошо сапог не пропоролся. Это снасть для ловли рыбы, которую здесь раньше использовали. Тут раньше наледь была большая, сейчас тут остатки. Вот я по описанию знаю, что была наледь, а сейчас лето теплое, все тает. Под водой наконец увидела, мелькнул хариус, и я сразу сделала заброс, и на первый же заброс. Опа, есть, есть. Давай. О, какой! Ха! Красавец! Такой вот 800 граммов есть. Сейчас, наверное, под вечер стихнет. Не, хороший берег, и как раз между двумя этими лиственницами моя палаточка как раз станет. Палаточка уже стоит. Машка костра отгоняется. Все отлично. С утра горы выглядят совсем по-другому. 7:30. Поднимается ветерок. Приблизилась я к сопочкам, что подступают прямо к воде. Вот уже дальний конец озера. А вот и речка Дарпир-Сиен, что вытекает из озера Дарпир. Все, теперь буду плыть по течению. Течение хорошее у речки. Течение классное. И виды потрясающие. Проносится мимо просто временами.
остановилась на обед чуть раньше, в этом удивительном месте, на речке Дарпир-Сиен. Я уже люблю эту речку. Какая здесь красота. Она течет без всяких каменных горок, очень приятная река. Я думаю, хариусы еще будут, пока у меня есть запас. Скоро листики толокнянки совсем будут красные, яркие, красивые. Сейчас только начинают краснеть. Вот это лиственничные маслятки. Семейками растут. Ну и, конечно, голубика. Необходимый ингредиент, витамин в питании путешественника. Вот. На второе будет печеный. Да, однако разбой русла никто не отменял. Вот тут оно растекается на кучу мелководных проток. И снова речка вошла в одно русло, побежала, построилась по камушкам. Минуты счастья. Можно просто плыть и вообще даже, ну, чуть-чуть там веслом подправлять где-то. Любоваться красотами, отдыхать. Вот просто... Берег размывает. Воды что-то налило, но вроде дырок нету. Первого заброса. Вечером вчера налетела гроза, ветрюга страшный, дождь, гром грохотал. И так периодически ночью шел дождик. Сейчас с утра уже поднимаются облака, то прям совсем даже и солнышко не проглядывало. Сейчас уже вполне вон кусочки голубого неба. Вода за ночь не прибыла, галечки открыты, так что все в порядке. Это не паводки ливень был. Мне осталось сплавиться вот здесь по Дарпир-Юряху и дальше по Улахан-Нагайну до места, где слияниями двух рек образуется рассоха. Остается порядка 60 километров. Итого в общей сложности где-то 400 километров осталось мне сплава. До конца маршрута, до Колымы. О, чаек закипает, он завершит обеденную программу. Пожалуй, я не удержусь и съем и второго хариуса. Если есть на свете счастье, то оно здесь и сейчас. Блаженство.
Мы в лесу живем не хуже, умываемся из лужи. Полотенцем нам портянка служит, да-да. На долину речки моей Дарпир Юряха. Приятно взглянуть свысока. Поднимаюсь на, собственно, высшую точку. О, вон она, наледь. Вот там мне придется потаскаться. Наледь растаяла, но в ее на ложе наледи, в долине в этой очень много проток, значит, будет мелкота. С утра перед отплытием решил сделать заброс, и опять в моей кормовой яме вот взял хариус. Такая вот переменная погода, то солнце, то дымка, вот такие дымные облака. Вот я и приблизилась к остаткам наледи. Все, речка собралась за наледью в одно русло и побежала, поструилась. Сейчас хариус прям выпрыгнет. Да, уже закат такой зловещий, красное солнце, дымка, дождик начинается. Я все не могу найти место, где остановиться. Нельзя останавливаться на низком берегу, потому что может затопить, если начнется паводок. Где будет мой бережок? Пришлось идти допоздна, пока нашла вот это место. Первый берег, где есть лес, лиственница. И это не коренной берег. Я нахожусь сейчас на острове среди проток. Выставила мерные палочки, чтобы следить за уровнем воды. И вышла как раз к месту слияния правой протоки Улахан-Нагайна и Сумуна, который уже слился с левой протокой Улахан-Нагайна. То есть отсюда, вот эта точка, откуда начинается Рассоха, река Рассоха. Тем временем вода немного прибывает. Сегодня хоть и холодно, но облака поднялись, дождя нету. Облачка, правда, вот подтянулись из распадка. Такие, может быть, дождливые, но ничего. Ну, а пока гребем по мутной воде, что делать. Но облачная морось такая все-таки не прекращается. Здесь Рассоха прорезает первую часть Мопского хребта, горную цепь Гармычан. Такой большой, такой желтопузый, он так тянул, я думала, ленок. Можно ничего не делать, просто катиться, и речка сама будет показывать свои виды. Ну, по крайней мере, вот на этом участке.
Так и не встал. А я уже в перекат вхожу. Но пока больших волн нету. Можно все обойти. Под скалами все такое спокойное. Никаких порогов. Просто перекаты. Большие волны. Речка очень мирная пока. Погода немножко улучшается, ветер стих. С утра у меня выглянуло солнышко. И даже где-то дождики. Вот где был уровень воды вчера, и вот как вода отошла. Так что и она стала более прозрачная. Такой маленький, сейчас уже буду иметь. Лежу у костра, наблюдаю виды. Вот и пришел праздник на мою улицу. Чистое ясное небо. Вода упала, поголубела. Снег на горках подтаял. Тут у небольшого лесного ручейка заметила на берегу избушку. Избушка-то какая, прям земляная местами. Ну, похоже, она уже не действующая. Такой глины. Такое строение. Лесочек. Опа! Не ушел. Ух, может это ленок? Блин, нет. Смотри, очень большой. О! С желтым пузом. Три, 4, 5. Есть. Сейчас мы их чищу, посолю. Вот так незаметно пересекаю Момский хребет. Пять хвостов, 5 голов на устье Серечена.
Да, такие контрасты тут температур. Еще вчера так мерзло, хотелось вообще на руки не одевать перчатки даже. Морозно было. А сейчас такая жара, на обеде раздевалась до футболки. Жара. И вот здесь хорошо видно, как при горообразовании осадочные породы сдавливались, ломались, вдыбливались вот в такие вертикальные столбы. В такие вот складки, которые здесь и хорошо наблюдаются на склонах сопок вдоль берега реки. Хорошее здесь местечко, освещенное. Красный Арктоус. Я думаю, нормально, что я здесь стану. Совсем маленький. Вот это другое дело. Вот он, мой берег. Много проток сейчас. Делится река. Не везде на реке здесь встретишь такое хорошее местечко. Открытый берег, без бурелома, подступающего прямо к воде. С отличными видами. Такие берега, конечно, нравятся не только мне. Здесь идет тропа медведя вдоль берега. Ну ничего, надеюсь, он не подойдет ко мне. Чуть ниже от стоянки я затаскивала каяк, там ловила рыбу, там мои следы. Туда схожу, наберу ивовых кустов, тоже наслежу, чтобы мой запах отпугивал хозяина. Но ночью зверь все-таки потревожил меня. Проснулась от хруста веток прямо под головой. Ну, совсем рядом. Кто это? Медведь? Да нет, ну слишком близко. И кто-то, наверное, все-таки маленький. Медведь бы уже раздавил. Надо спать. Но сон не шел. Я думал о предстоящих порогах и шеверах в трубе, участке сужения реки в горном хребте, что ждет меня впереди. Ночью часа в 3 меня разбудил. А я-то думала, ну конечно, спросонья-то. Вот он, горностайчик. Он живет на этой вот поваленной, видно, под этим поваленным деревом у него там нотка. Скакал сейчас опять. Обычно я не оставляю у костра рыбьи кости и другие там остатки еды, чтобы не приваживать медведей. Но тут оставлю вареную рыбью голову на угощение горностайчику. Нахожусь, можно сказать, в самом сердце Момского хребта, самой центральной его части. И, на удивление, здесь вот такая спокойная река.
вот уже впереди показались горы Арготас. Это горный хребет в составе Момского хребта, но он выделяется отдельно своими высотами. Это такой летний дождь. А вот показалась наледь Булкута. О! Ах! Не подплыть туда мелковато. Но уже наледь здесь начинается среди кустов, не просто на голом галечнике. Она обрушилась недавно. Не ломается. Вот прям с воды какие заходы там. Ой. Арки. А тем временем совсем зловещие тучи рассасываются. И там уже даже голубое небо. Это хорошо, а то тут так все было открыто, от дождя не спрятаться. А жесткая струя прям бьет. О, какая высота!
такие пласты отваливаются. Сейчас с треском один отвалился. И где-то кричат сокола под скалами. Самой большой наледью в России, да и в мире, считается Большая Момская наледь. По толщине она достигает 8 метров. Но и эта наледь Булкута, ничем не хуже. И сейчас, когда льды тают, общая площадь льда вот этой наледи Булкута, немногим меньше, чем наледь Большая Момская. Но по толщине, конечно, эта наледь уступает чуть-чуть. Впереди сужение долины, среди гор, рассоха, будет течь уже в узкой долине. Нашла шикарное местечко на тополево-чезеневой опушке. Это островок, конечно, здесь много проток, но здесь нигде нету такого лиственничного леса. Но в высоких тополях тоже здорово. Единственное, вот тут мишка небольшой ходил. Ну, надеюсь, будем туда-сюда след такой. Здесь не придет ко мне. Вот палаточка стоит. Закат замечательный. Там позади осталась наледная поляна. Кусочек наледи еще видно. Горы Момского хребта. Но медведей не видно. Пусть они меня издалека почуют и поймут, что место занято. Сильного дождя, если он и будет, то не будет. Мне сейчас предстоит пройти 15-километровую трубу. Серию Шевер, сужение межгорным. Ух, как этот медведь меня сейчас напугал. Он плыл рядом со мной, ему орал: я человек. Он на меня прям плыл. Только он потом понял, может, он думал, что я лось. Очень страшно было вообще. Маленькие медведи, они самые такие, они еще не все знают. Они самые неприятные. Ой, ну испугалась я немножко. Орала на него вообще. Убежала речка под горку в одном русле. Пересекать хребет Аргатас. А это тоже часть Момского хребта. Да уж, не знаю, что страшнее, медведи или пороги. Пороги можно просмотреть. Ну вот эта вот струя мне издалека не понравилась. Скалу бьет. А дальше тишь да гладь. Ну что, прошла шеверка, нахлестала поллодки. А впереди уже развлечения для катамаранов. Охо-хо. Так, блин, не успею. Надо уходить. А не уйти уже. Блин. Идет в самую струю. А, вот здесь я обойду вот этот шпал. Есть обход.
что я не успела отлиться. Плохая маневренность. Не, успею идти, успею. Так. Нормально. И от тех валов теперь, которые на выходе. Вот такое маневрирование. Все время. Ай. Фу. Главное сойти со струи. О, вовремя. О. Все, отлично. Теперь можно отлиться. И даже нужно. Потому что воды уже слишком много. Решила не отливаться. Думаю, еще одну горочку пройду. Затонула по полной. Но она устойчива, лодка. Все вообще плавает. Да, нормально, нормально. А впереди такой желанный уже выход из гор. Тучки сгущаются, гарью пахнет, как бы дождик не пошел. В принципе, тут у берега тоже можно пройти, но я уже подустала. Вот такой порожек тут. Ну, по правому здесь вот пройду. Пойду дальше. Под вечер выглянуло солнышко и осветило картину самого опасного, сложного порога на реке. Выхода из трубы. Вот такой вот. Полета лежит поперек реки. Да, там стоят мощные бочки, обратные валы. Это не просто валы проносные, там можно застрять. По описанию этот порог заключительный. Но шеверы-то дальше продолжаются. Не, я дальше не пойду, надо вставать. К вечернему натюрморту с котелком, хариусами добавили штаны на просушку. И вообще, несмотря на то, что, конечно, в гидроштанах, я и падала, залило меня вон. Все сушится, ну и медведи. Пусть издалека все это видят. Тут тропа рядом проходит. Вот прям вот тут вот. Натоптыш такой. Вот. По берегу. Идет. У меня, ну вот моя палатка-то. Сил уже не было дальше идти, уже темно. Ну, стемнело бы. Шеверы продолжаются. Бинокль тоже замочила. Не просмотришь нормально. Сегодня даже не обедала, у меня большая порция гречки. Ой. А потом еще хариусы. Хариусы. Сейчас они здесь поджарятся. Ночью, после всех пережитых ужасов, трубы, я долго, после медведя, долго не могла заснуть. Просто, хоть я и утомилась, но вот этот рев шеверы, который все время фоном шел по духу. Мне казалось, все, не пройти ее, она страшная, не просмотреть впереди. Как просматривать весь берег заросший, сунешься туда, там будут медведи. И я думала, что не пойду сюда, внесу это все по берегу. Но настало утро, и, конечно, страхи прошли. Шевера оказалась, ну, не такой уж страшный, как оказалось ночью.
Рядовая шеверка пройдена. Вот она всю ночь шумела у меня, пугала меня. Вот впереди продолжаются валы, но уже не такой перепад. Ну, надо уходить, чтобы мели не было. Можно... Камни самое страшное для маленьких лодок в шеверах. Волны это еще ничего. Ну, залило меня сейчас, но не сильно. Вот. Это простое, значит, прохождение. Так. Большие валы. Они вечно заливают. Ладно, все равно отливаться. Эта река вышла из гор. Представляете, что там было в трубе? Даже боялась снимать, чтобы камеру не запутать. А горы в дымке. Опять принесло гарь из Якутии. Вернее, не из Якутии, а тоже в Якутии. Из-за хребта Монского. Из центральных межгорных долин. Не конденсируется он. Дождь, тепло, идти хорошо. Камни. Ай, камни. Вот это плохо. Ну ладно, вот тут пройду. Ай-яй-яй. А, нормально. Туда надо. От камней подальше. А еще помимо волос, куда там идти ко мне, я наблюдаю за берегами, потому что медведь вчерашний, который бросился на перерез, поплыл на меня. Аж меня очень испугал, и я сейчас смотрю вперед, чтобы никаких медведей не было на косе. Вот я опять иду по струе, основная струя левей, я ее обошла по мели, но меня тут все равно заливает немножко. Ну все, горки становятся все более пологие, валы поспокойнее. Солнце в зловещей дымке. Отдыхаю после горок большими валами. Впереди разлив. Здесь можно просто катиться, только подправляя веслом, чтобы нос шел по струе. Кажется, наступил отдых. Фу, костерок. Снять с себя гидроснаряжение. Разоблачиться наконец-то. Ой. После всех этих валов. Надеюсь, завтра уже не будет таких больших валов. Уже речка стала равнинной. Такой более-менее равнинный. Временем чаек закипел. Так.
Скоро рис подоспеет. Ишь, налетели. Зато поспел шиповник. Тоже витамин. Чаек хорошо заваренный хватит мне. Сейчас. Стирочек, все будет нормально. Минуты покоя. Мыс, конец моего острова. Здесь может словиться рыба. Сломалась у меня катушка. Не заметила на сложных этих порогах, где выливала воду. Ставила крючок, да посмотрим, будет работать. Место вполне перспективное для лова, для ловли. Ну вот, на первый запрос есть. Ну, конечно, мое приспособление тут же сломалось. Я получилось вообще вот так просто руками. Отлично, все, я научилась. Нифига себе! Так это же! Ай! Все сейчас перепутает. Это красная, красная. Это ленок. Наконец-то! Вкусная! Просто без спиннинга. Офигеть! Сейчас леску распутывать. Ножка меня так замучила, пришлось костерок здесь разводить. Задымлю сейчас его. И вот добыча левохариуса и ленок. Вот так вот. Хариус сошел. Небольшой.
состарюсь. Только так, главное, не запутай. Не запутай. Ну что, похоже, часть крупы из этого путешествия привезу домой. Мне еще сплавляться километров 200, наверное, до Зырянки. Еще, наверное, буду ловить. Тут километров 100, наверное, по рассохе еще и 85 по Исачной. Ну так, примерно. Погодка к вечеру разгулялась. Небо вон прочистилось. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Уха из линка. Вот, все готово к сплаву. Дымки все сегодня гаревые. Сейчас еще поднялось, а то вообще даже видимость была плохая. Надеюсь, что в какой-нибудь лесной пожар не попаду. Ну, по крайней мере, на реке это не так опасно, как где-то в тайге. Будете у нас на рассохе, можете узнать это место по вот такой коряжке, которую я повесила здесь на дерево. Много проток, вот такие пошли заломы по берегам, наносы плавника деревьев выбрать с корнями. Весь день я сегодня плыла в дымке, в такой, ну вот как будто солнечное затмение, прям так вот. На самом деле это просто гарь приволокло. После, вот, примерно неделю назад, когда небольшой медведь бросился на меня, поплыл через протоку на меня, я чего-то первые дни, прям первые ночи опасалась, прислушивалась, спала так тревожно. Потому что везде есть следы, и здесь тоже, но они, конечно, старые, но в любое место здесь может прийти медведь. Да, тут все время приходится быть начеку. Все время появляются какие-то коряги торчащие. В одном месте я не успела увидеть заранее. А скорость течения как меня чуть не нанесла на наклоненную такую от берега ветку. А за такой на скорости, если задеть, то можно и перевернуться. И тут обломанные торчат всякие палки. Ну, их давно уже нанесло, хотя встречаются и свежие с листьями. Будет шиповник. И последние сухарики. На юг полетели. И мне пора.
Солнышко светит на терт. Стою на небольшом островке среди бесчисленного количества петель, проток. Да, не могу сообразить, где нахожусь. Эта петля похожа вот только на вот эту. Правда, не было протоки. Старая протока ушла на глубокую петлю в обратном направлении реки. Итак, я точно определилась, где я. Подхожу к отметке уреза воды 54. До Ясачной осталось примерно 25 километров. Грибочки красивые. Встретила вот первых людей с поселка Нелемное, да? Меня Боря, это Миша. Ага. Ну вот, 26 дней, получается, я не видела людей. 23 августа. Теплынь, безветрие. А рябчики здесь не пуганые. Да, возле каждого зимовья вот такие лодочки. Весло-то какое, а? Вот, кстати, поплавки из бересты сделаны. Вот. Нитки сплетены из волоса. Вот такой поясок. Классный. Просто так мне нравится. Очень. Низовье Рассохи — это вот такое спокойное течение. Итак, я нахожусь на месте слияния двух рек. Рассохи и Ясачной. В Рассохе сплавлялось 10 дней получилось. 10 дней, включая 2 дневки и 1 полудневку. Олеся и Андрей – жители поселка Нелемное. Оно расположено примерно в 50 километрах отсюда, ниже по течению. Олеся – коренная юкагирка. Все, Сверни не хочет. Хочет с нами. Да, это пеледь. Вот она такая толстая. У них мордашки разные. Вот. Да. Чир, пеледь. Соль. Угу. Я все, что нашла дома тут, то и взяла. Масло. И добавим лучка свежего. Типа юку делают, но они как-то елочкой режут. Я пробую, не получилось. У них же большая рыба, там кита вот это вот. Что, сейчас стряхнем и повесим. Пускай. Самое вкусное, конечно, юкола из вчера. Она жирная. Нось. Вот, по-таежному. На быструю руку засолка. Это во рту тает. Это дедушка строил еще. Сейчас даже умельцев, которые умеют снимать кору, прям пластами, чтобы сушить их правильно, выпрямлять же их надо. Уже умельцев-то и таких нет. А сейчас, говорю, никто не может вот эти вот. С голубичным вареньем на десерт. Ну вот, попрощалась я с замечательной семьей Олеси, Андрея. Ох, ничего себе! Это все из чего? Из чира? Рыба чир, да. Все чир, да? Это чир,
Вот это уже шокур. Ветер стих. До Зырянки остается 10 километров. Только здесь, недалеко от устья Колымы, появились березки белоствольные. А вот уже показались портовые краны Зырянки. Вот оттуда я пришла. Все, впадаю в Колыму. Путешествие завершено. Итак, свое путешествие по Якутии и Колымскому краю я завершила в поселке Зырянка. А Колыма несет свои воды в Северный Ледовитый океан. Ну, конечно, как не отметиться у памятника первопроходцев Лежневу, Зыряну, Стадухину. На стрелке Колымы и Ясачной.